Вот такой яркий ужин мы с вами приготовим сегодня. Я уверена, что гречку с брокколи вы еще не готовили. Она получается очень нежной. Готовить все будем просто, быстро и в одной сковороде. Для того, чтобы приготовить вкусный ужин из гречки, нам понадобится всего 30 минут вашего времени и одна сковорода. Всем привет, меня зовут Мария Мироневич. Начинаем готовить. На сковороду наливаю 2 столовые ложки растительного масла и оставляю греться на среднем огне. Понадобится еще 2 морковки. Я их разрезаю на половинки. Затем нарезаю на ломтики. Ломтики нарезаю на вот такие полосочки. А затем нарезаем морковку кубиком. В разогретое масло отправляем кубики морковки. Также понадобится 4 луковицы. Разрезаю сначала на половинки, потом на 3 части нарезаю средним кубиком. Соединяем лук и морковку. Теперь остается овощи перемешать. Морковка уже немножечко запассеровалась, очень красиво выглядит. Перемешиваем все аккуратно. Перчу по вкусу и оставляю пассероваться на 3-5 минут. У меня качанчик свежей брокколи, отделяю соцветия. Вы можете использовать замороженные брокколи. Самые крупные соцветия разрезаю на 2 или 3 части, чтобы они были примерно равного размера. И убираю их в миску в сторону. 5 отварных яиц натираю на крупной терке. Овощи отлично выглядят, самое время добавить к ним яйца, которые мы натерли на терке. Все очень просто. Добавили яйца и перемешиваем. Буквально минутку пассируем при помешивании, для того, чтобы яйца смешались с луком и морковкой. Все выглядит очень красиво и на самом деле очень вкусно и ароматно. Добавляю 2 столовые ложки сметаны. Вы можете по желанию использовать йогурт. И точно так же перемешиваю. Все смешается в невероятно вкусный и, что самое главное, простой и быстрый в приготовлении сливочный соус. Присаливаем наши овощи в соусе. Делаем это по вкусу. Наливаю 500 мл воды. Накрываю крышкой и жду закипания нашего соуса. Наш соус быстро закипел. В соус отправляю 250 граммов промытой гречки и, конечно же, перемешиваю для того, чтобы она готовилась равномерно и впитала в себя все вкусы и ароматы. Добавляем нашему ужину яркости. Прямо в соус отправляем качанчики брокколи. Просто посмотрите, какая красота получается. Сразу верится, что весна скоро наступит. Очень красиво. Все брокколи на месте. Чуть-чуть их присаливаю и накрываю крышкой. Оставляем до готовности гречки и брокколи. Обычно это 15 минут. 15 минут прошло, открываем крышку и смотрим, какая красота у нас получилась. За это время брокколи приготовились, а гречка получается не отварной, а приготовленной во вкусном, простом соусе. Мы не пачкаем лишней посудой, все готовим в одной сковороде и получаем максимум вкуса и пользы за просто минимальное количество времени. Этот рецепт один из моих любимых. Вкусный ужин, очень просто и быстро. Гречка получается по этому рецепту рассыпчатый, невероятно нежный, а брокколи за это время получаются абсолютно готовыми. Они не разварены и будут очень вкусными, дадут максимум полезных витаминов за ужином. Я очень надеюсь, что вам понравится этот рецепт из гречки, ведь он такой простой и невероятно вкусный. Если вам понравилось наше видео, пожалуйста, оцените нашу работу, поставьте лайк. Если приготовили, пишите ваши комментарии с отзывами, всегда читаю их с огромным удовольствием. Конечно же, подписывайтесь на канал, впереди много интересного и очень вкусного. С вами была Мария Мироневич, и я желаю всем любви, добра и, конечно, гречки.